Как тут хорошо. Когда-то здесь дворяне гуляли, да? Во всех смыслах слова. Конечно, каждый раз поражаешься. Сами жили хорошо и людям оставили, что приятно. Именно в этой атмосфере очень важно и приятно то, что у нас есть возможность продолжить наши душевные творческие встречи. Как бы почувствовать себя частью великой страны, которая оставила нам несметное количество сокровищ. Сегодня будет только малая часть этих сокровищ. Ну что можно сделать за один вечер? И тем не менее, как в капле воды сияет солнце всеми лучами радуги, так, будем надеяться, в сегодняшнем концерте мы постараемся вам показать вот эту огромную перспективу, заложенную в нашем отечественном искусстве. Ах, елка, да. О чем это говорит? Так Новый год, да, кажется, Рождество и так далее. А ведь это праздник, один из самых главных. Вот у нас есть Пасха и есть Рождество. Родился Спаситель. Если мы посмотрим на иконы Возрождения, то тоже Средневековье, один из самых главных сюжетов – это Рождество. Ну, помните, там такие волхвы приходят, пастухи, младенец лежит, там волый осел, такой вертеп называется. Почему я об этом вспомнил? Не только потому, что, конечно, у нас святые дни продолжаются, а потому что был такой композитор. То есть, как бы он есть, он вечер, Иоганн Пахельбе, который написал музыку и назвал ее очень просто «Канон». Что такое канон? Это правило. За ним ничего не стоит, за этим названием. Но если внимательно послушать эту музыку, как мне кажется, мы ощутим какую-то удивительную рождественскую радость. Мы ощутим эти колокольчики, может быть, даже свет этой вифлеемской звезды. Иными словами, вам судить. А наше дело представить вам эту замечательную музыку.
А теперь из Европы перенесемся в Россию. Россию славного периода XIX века, ее первой половины. Кстати говоря, вот многие из вас сейчас видели военную форму и представили себе, как тогда ходили и одевались люди. Представляете, это же не в музее форму, это можно было выйти на улицу и встретить любого офицера, солдата. Именно так они одевались. Очень все было красиво, нарядно. Дамы не только на балах хорошо и красиво одевались. И вот, конечно, эта красота, эстетика, она во всем. Да вот, собственно, и в этом здании, как мы понимаем. В этот момент в России появился такой замечательный жанр, как романс. Даже сейчас мы его называем старинный русский романс. Ну, старинный — это не значит, что это там 300-400 лет назад. Нет, тогда романсов еще не было. А вот примерно, действительно, конец 18-го, начало 19 века. И это как раз и есть время, ну, пушкинское время. Пушкин, Грибоедов, вот это все. И тогда же творил замечательный композитор Петр Булахов, очень любимый народом. Какие у него замечательные песни про ямщиков, наверное, все знают. Тройка мчится, тройка скачет и так далее. И сегодня мы хотим вам представить тоже очень любимый романс, один из самых популярных романсов Булахова «И нет в мире очей». И, конечно, мы приглашаем на сцену заслуженную артистку России, ведущую певицу Большого театра, меццо-сопрано Светлану Шилову. И черней, и милей, чем его, и приветных, и чиний, прекрасней, звучней, ничего. Взглянет сердце, кипит, скажет в душу, летит, как стрела, день и ночь я одним любовусь им жила, и ласкала б его, целовала б его я всегда. Мне ли его разлюбить, мне ли его позабыть? Никогда. Это было время расцвета романтизма во всех смыслах этого слова. Романтизм в искусстве, в культуре, в жизни романтизм. Что такое дуэль? Это же не про убийство, это про честь. Чаще всего дуэли за честь дамы стрелялись. Или, скажем, вот я ненавижу своего врага. Он вообще вот я русский, он француз. Но, минуточку, мы уважаем друг друга. Если соперник твой покалечен или в каком-то, ну, знаете, говорит, лежачего не бьют. Ну, никогда.
честь не позволит просто, вот, знаете, сходиться до животного состояния. Вот это вот ощущение высокой чести, гордости за то, что ты носишь эполеты. Вот эта эпоха, она замечательно выражена в сочинениях Пушкина, Лермонтова, Виктора Гюго, конечно же. И вот Пушкин, увлекающийся, на слова которого с удовольствием писали музыку наши русские композиторы. И один из наших гениев, Михаил Иванович Глинка, ну, конечно, не мог пройти мимо творчества своего друга и приятеля Пушкина. Итак, в крови горит огонь желания. В крови горит огонь желания, душа тобою я залила. Лапсай меня, твои лапсанья, мне слаще мира и вина, слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежной и до почию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень, ночная тень. Эта эпоха рождает своих героев, и, родившись, они уже никогда не уйдут из человеческой истории. Никогда. Ну, как мы можем себе представить музыкальное искусство не только 19 века, а вообще без имени Фредерика Шопена? Ну, нету такого пианиста, который не слышал это имя. Я не знаю ни одного, который бы не любил музыку Шопена. Сколько прожил Шопен? Очень мало. Ну, как все они. И как и Пушкин, и Лермонтов, и Шуберт. Чехотка. Болезнь смертельная. А сколько он написал? Как много. Когда? Когда он все это успевал сделать? Какую он романтичную жизнь прожил? Каковы его отношения с Жорж Санд? Она написала целый роман «Консуэла», где вывела его образ. Все это это настоящий романтизм. Но Шопен был особый романтик. Вы знаете, это такой романтик, который, пожалуй, даст фору любому классику и реалисту. Именно про него сказал замечательно наш пианист Владимир Горовец, что Шопена нужно исполнять как Моцарта. Очень строго, очень классично, очень аристократично. А Моцарта, как Шопена, посвободнее. Не так сухо, как его часто играют. Но этого мало. Шопен не только классик, он еще и композитор будущего века, потому что он необыкновенно прозорлив, он необыкновенно рационален в своей форме, его форма совершенно. И его открытия в области музыки до сих пор рождают удивление. Вот он написал, например, фантазию. Вопрос, а в какой форме? Или балладу? Это что такое? Такого раньше никто не писал. Сонату знали, фугу, балладу. Он придумал новые формы музыки. Это поразительно. Конечно, Шопен не мог пройти мимо национальных польских ритмов и польских танцев. Но танец номер 1 XIX века какой? Конечно, полонез. А какой же бал начнется без полонеза?
Вспомним Евгения Онегина. Там у Лариной танцуют вальс, тарам-тарам. А извините, у Гремина в Санкт-Петербурге, столице, это полонез звучит, потому что выходит царь, он должен как-то красиво выйти, он не будет там отплясывать мазурки или какие-то еще. Поэтому высокосветский бал — это полонез. Шопен вложил в свой полонез поразительное ощущение рыцарства, благородства, какой-то религиозной, неистовой силы, доблести, вот всего того, что мы называем словом мужественность, честь и в самом высоком смысле слова виртуозность. А слово виртуозность переводится не как беглость, а как доблесть. Итак, полонез Шопена до диез минор.
Давайте вспомним очень интересной странице нашей русской истории. Как-то в русской литературе и в русском искусстве эта область, о ней слышали все и знают очень многие. Я имею в виду такую, так называемую цыганскую тему. Вот очень часто мы не просто читаем старинный романс, а еще и в скобочках написано «цыганская песня». Что такое? Казалось бы, ночь светла, над рекой тихо светло, написано «цыганская песня». Почему цыганская песня? Непонятно. Как? Конечно, понятно. Потому что, кто же из аристократов будет петь такую музыку? Это же, знаете, такой, типа шансон для души. А вот русские бари, купцы очень любили слушать цыган, ездить в Яр, в Ян. Непонятно. Как называется цыганский театр? Ромен, да? А где он находится? Там, куда-то Белорусский вокзал и чуть дальше. Вот туда ездили и специально слушали. И домой приглашали цыган. А русская-то литература. А Лев Николаевич Толстой не любил цыган? Еще как любил. И многие-многие. Вопрос, почему? Понятно почему. Ведь цыгане – это народ очень музыкальный. А чем еще заниматься? Как говорится, извините, до генералов, до тайных советников как-то служебная вообще карьера нет. Вам вот это, вам на скрипочке играть, вам плясать, петь, танцевать. Поэтому и по всему миру. И вот это вот ощущение вольности, свободы, ощущение раскрепощенности очень было важно. Поэтому в русской музыке эта тема нашла выражение даже у таких великих музыкантов, как, например, Петр Ильич Чайковский. Он просто написал конкретный романс, который так называется «Песнь цыганки». О чем же она поет? Понятно о чем. Вот, дескать, это, другой разлюбит, любит, не любит, полюбит, вольна, как пташка. Об этом же Кармен ведь тоже, да? Полюбила, разлюбила, подумаешь, я же цыганка, что ты от меня хочешь? Вообще, нормально. И дело в другом. Чайковский вложил в это поразительный трагизм. Он написал это в таком ключе, что мы слышим здесь уже будущего Рахманинова с его оперой. Опять-таки, опера называется «Олеко», а это же цыгане Пушкина. А там главный мотив-то какой? И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Это мотив древнегреческий, человека судьба, Эдип и так далее. И вот он в таком романсе сумел передать этот трагизм, невероятный трагизм. Что же, осталось только послушать этот романс в исполнении Светланы Шиловой. Костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок, путь далеко, милый мой. Я иду с молодым цыганом,
тобою, ты на мне узлом стени. Как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра сокол мой. На груди моей развяжет узел стянутый тобой. Вспоминай, коли другая друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Часто эти музыканты-романтики писали посвящения. Ну да, ведь мир романтик в это мир чувств. Это мир нас, людей. Если для средневекового искусства интересен был вовсе не человек, извините. Что такое человек? Это пыль, прах. Средневековому человеку было интересно небо, в широком смысле слова, Бог, законы космоса. Послушайте музыку Орландо ди Лассо. Вы не найдете там ничего общего с музыкой XIX века. Или, скажем, Жоскена Депре. А вот в XIX веке опера, прежде всего, это о чем? Ну, любит, не любит, ревную, убью, ах, обожаю, не подходи. Все про нас. Вот. И, конечно, романтизм продолжается в наши дни. Мы любим именно это кино, которое нас задевает, этот театр. И был в истории музыки один композитор, ну, совершенно универсальный, в том плане, что Людвиг ван Бетховен, ну вот он кто? Ну, говорят, венский классик. Ну, вот сейчас будет звучать музыка, ни один венский классик не сказал, как, это вообще это не про нас. Первая часть сонаты должна быть какая? Ну, конечно, подвижная, быстрая, как правило, веселая, или грустная, но очень боевая. Конечно, что-то такое связанное с какой-то драматургией, с каким-то действием. Здесь ничего похожего. Такое ощущение, что он просто выбросил первую часть и начал сразу со второй части. Но это же революция в жанре. Тем не менее, Бетховен смело это делает. Поэтому его часто называют двуликим Янусом. Он и классик, он и романтик, он и музыкант будущего, 20-го и, смело скажем, и 21 века, конечно. Послушайте его поздние квартеты, и вы не узнаете музыку Бетховена, настолько она современно звучит. Так вот, посвящение. Бетховен не просто так написал сонату, которую позже назовут лунной.
Он понятия не имел, ни про какую луну не думал. Он написал похороны. Эта соната – это похороны. Кого хоронил Бетховен? Как кого? Собственное сердце. Собственные чувства он похоронил. И посвятил это графине Юлии Гвичарди, очаровательной девушке, 16-летней ученице, в которую Бетховен влюбился как мальчишка. И вроде она ему ответила взаимностью: но, она же графиня, а он кто? Безродный музыкант и даже не дворянин. О, ужас! Знала бы графинюшка, кого она потеряла. Но, тем не менее, благодаря гению Бетховена, ее имя осталось в истории. Только благодаря Бетховену мы знаем Юлию Гвичарди, которому и посвящена эта действительно великая музыка.
среди посвящений, конечно, есть не только сонаты, которые в данном случае Бетховен посвятил юной графине, а есть сочинения, которые так и называются – посвящения. Ну, в самом деле, вспомните такой литературный жанр, который прямо вот вмещает в себе это посвящение. Как он называется? Политический. Мне кажется, что памфлет. Нет? Вот что-то такое. Раз-раз. И быстро поэт может написать какой-то комплимент даме. Вы так прекрасны, дорогая, что падаю я ниц без чувств. Ну вот и посвящение готово. Вот у Пушкина много таких посвящений. Ну а в первой половине 20 века жил еще один удивительный романтик. Этого романтика звали Рихард Штраус, немецкий композитор, который родился-то еще в 19 веке, но так бывает, он остался в душе ребенка. Поэтому в середине прошлого века, когда грохотала война вовсю, он писал абсолютно романтическую, наивную, прекрасную, чудесную оперную музыку. И вокальную, конечно, тоже. Послушайте 4 последние песни Рихарда Штрауса. Вы получите колоссальное наслаждение от этой музыки. И не менее популярны, чем эти 4 песни, вот как раз тот самый романс, который мы и услышим в исполнении Светланы Шиловой, и который так и называется «Посвящение». И снова Людвиг ван Бетховен. Мимо этого великого композитора невозможно пройти. Мы все знаем, что такое плотина. Как она образуется в естественных условиях? Ну вот представим себе, течет река. Течет себе 100 лет, 1000 лет, десятки тысяч лет. И вдруг падает или метеорит, или, если это горная река, большой камень,
огромная. И что становится с этой рекой? Она меняет русло. Вода начинает обходить, она начинает течь совершенно иначе. Вот появление Бетховена было подобно как раз такому метеориту, который заставил течь историю музыки совершенно в другом направлении. Бетховен очень любил философию и философскую литературу. Ну, конечно, драматургию. А кто был любимым драматургом Бетховена? Ну, кроме Гёте, конечно. Гёте был, вы его все прекрасно знаете, драматург, который оставил неизгладимый след в истории музыки. Это, конечно, Вильям Шекспир. Сколько сюжетов он подарил миру. И в том числе и тот самый сюжет, который взял Бетховен. Это буря, история мага Проспера. Это почитать обязательно, она читается очень современно. Это очень мудрая притча, которая на все времена годится. О том, как опасно заигрывать с темными силами, манипулировать всем. И, конечно, вот это вот ощущение человека, который может управлять миром, оно волновало Бетховена и, конечно, и Шекспира. По поводу этого сочинения он, конечно, оставил музыкальные заметки. Соната номер 17, конечно, не называется, как бы, там нет такой программы, что вот, пожалуйста, это буря, вот вам Шекспир. Нет, Бетховен был выше этого. Но письма-то остались, мы знаем, что его волновало. И вот сейчас будет звучать финал этой симфонии, в которой, мне кажется, знаете, как говорится, даже Шекспир отдыхает, потому что это настолько всемирная музыка, тут можно все что угодно подложить. И эта музыка созвучна каждому сердцу. Да, это музыка о вечности, это музыка о земле, о нас с вами, и это музыка о космосе, о том, как устроен этот мир, и трагический, и прекрасный.
Ну, а мы снова возвращаемся к цыганской теме, потому что, как мы уже поняли, она намного глубже, чем просто этнография или история некого цыганского народа. Она глубже, потому что это про пророк, про необходимость, про долг и про свободу. Вот как решали древние греки. Что важнее, чувство или разум? Что классицизм говорит по этому поводу?
Вот тут у нас классический каламбур. Как что? Конечно, разум важнее. Поступать нужно не так, как говорит сердце, а так, как велит долг. Вот это классицизм. А что говорит Кармен по этому поводу? Или какая-нибудь вольнолюбивая душа, она говорит, что-то мне, твои правила, сердцу не прикажешь. Она говорит, вот и рождается великое искусство. Из-за этих противоречий. Композитор Верстовский был популярнее, чем сам Глинка. Он написал оперу «Аскольдова могила», которая шла намного чаще, чем «Жизнь за царя» и Руслана Людмилы Глинки. А кто написал сюжет к «Аскольдовой могиле»? Очень популярный тогда писатель, который даже упоминается в «Ревизоре», помните? Загоскин. Вот. Все мечтаю почитать творчество Загоскина. И Верстовский был человеком театра. У него не просто мелодия, это, извините, целые сценки. И нам это очень важно, потому что по этому пути пойдут дальше кто? Доргомышский, да, каменный гость. И, конечно, Матес Петрович Мусорский. Это не просто опера попеть. Опера – это еще и поиграть. Прежде всего, это драма, это театр с великими актерами, а не просто певцами. И вот уже в творчестве Верстовского мы это наблюдаем. И не случайно он называет свой романс как «Старый муж», ну и так далее. Целая сценка, маленькая, но как будто вырванная из оперы. Ну и кому, как не артистке Большого театра, сыграть эту сценку. Грозный муж, режь меня, жги меня, я твердо не боюсь ни ножа, ни огня. Старый муж, грозный муж, ненавижу тебя, презираю тебя, я другого люблю, умираю любя. Весны жарче летнего дня, как он молод и смел, как он любит меня, как ласкала его я в ночной тишине, как смеялись тогда мы твоей стене.
опять цыганская тема. И где? В Испании. Вот читаем творчество художников, писателей. Они пишут: путешествовал по Испании одни цыгане. Ну, понятно, что не на севере, там баски. А в Андалусии, да. Другой пишет: побывал, посмотрел, послушал испанское фламенко. Он говорит: это не испанское искусство, а цыганское. А я и не знал, пишет человек. Да. Это все очень-очень тесно переплелось. И это даже мы слышим в интонациях. Ну, хорошо. А вот, скажем, венгерская, румынская музыка. Ну, как ее представить без цыганской? Тоже невозможно. Потому что, ну, обороты настолько уже въелись в мелодизм, что это стало частью культуры. Тот же самый чардаш, скажем, да? Вот, и, конечно, в Андалусии, на юге Испании есть замечательный город Гранада. Кто был в этом городе, вряд ли миновал жемчужину Гранады и вообще всей Испании. Уникальный памятник всех времен и народов. Это замок, мавританский замок Альхамбра. Ну, сказать, что он роскошный, это ничего не сказать. Это просто рай посреди, так сказать, неба и земли. Действительно, султан, когда выходил из этого замка, он был кем? Он был султаном, воином, он руководил людьми. Когда он заходил внутрь, все, там все сделано для того, чтобы он вкушал райские красоты и ценности. И не только гарем, сама архитектура такова, самоустройство, фонтанчики, вода, тишина, невероятная легкость и изящество архитектуры. Вот такой тонкости европейское искусство потом никогда не достигло. Именно этим нам это интересно. И вот, конечно, в этих областях Гранада, Севилья. А кто там в Севилье у нас водился? Севильский цирюльник, конечно, да. Ну, и не только. Так это же тоже все, знаете, оперные-то дела. Всякие приключения. Вот. Ну и вот и Кармен тоже там где-то недалеко притаилась. Но прежде чем мы, собственно, к Кармен перейдем, мы как раз послушаем с вами музыку, которая, конечно, называется испанская. Она так называется «Ла Спаньола». Ну, в переводе «испанская». Да? В русском варианте песня называется «Гордая прелесть осанки». Ну, это то, что есть у испанки. Да? Это прелесть осанки. Ну, вот сразу говорю. Вот тоже послушаем внимательно, как эта музыка вписана в нашу тему. Итак, композитор Де Кьяра «Ла Спаньола» в исполнении Светланы Шиловой. Di Spagna sono la bella regina son dell'amor, tutto mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella regina son dell'amor, tutto mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti,
viva amore, spagnolo s'amor così, tutto le notti lì, stretti, stretti, e nel suo viva amore, spagnolo s'amor così, tutto le notti lì. Sguardo che mandan saetti, muovensi di volontà, le labbra son tonelletti, vai il paradiso toccò. Sguardo che mandan saetti, muovensi di volontà, le labbra son tonelletti, vai il paradiso toccò. Stretti, stretti, estasi d'amore, spagnolo s'amor così, tutto le notti lì, stretti, stretti, estasi d'amore, spagnolo s'amor così, tutto le notti lì. Stretti, stretti, nell'estasi d'amore, spagnolo s'amor così, tutto le notti lì. Мы плавно приближаемся к, наверное, самой популярной опере в мире. И, как водится, по иронии судьбы, опере, которая провалилась на премьере. Ну, история Золушки, короче. Да? Как бывает. Не понял народ, не понял. Кто там главная героиня? Кто? Кто? Цыганка, гадалка, злодейка. Круг. Безобразие. Ну, не знаю, поэтому или нет, умер композитор. Через несколько недель после премьеры «Кармен» великий Бизе отошел в мир иной. Ну, в самом деле неприятно. Конечно, не то слово, а Чайковский обожал эту оперу. Как много он от нее взял. Какие там прелестные мелодии. В том числе, конечно же, испанские танцы. Ну, например, такой танец, как сигетилья. Ну, я сегодня в концерте сигетилья будет, но другая. Не из оперы «Кармен», а та, которая написана вот для этого инструмента, который называется рояль королевский. Это Исаак Альбенис, знаменитый испанский композитор, который создал целый цикл из разных испанских мелодий разных регионов. И вот регион Кастилия представлен именно этим танцем, этой испанской сигетильей.
Quand je serai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, ce sera. Si tu n'emmènes pas, je t'aime. Si je devais prendre garde à toi. Si tu n'emmènes pas, si tu n'emmènes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Tu crois les vite et il te tient. L'amour, l'amour est un poème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu n'emmènes pas, je t'aime. Si je te prends garde à toi. Si tu n'emmènes pas, si tu n'emmènes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime,
наверное, вы обратили внимание на дым, который был на экране. Это о чем? Это интрига. А кто была по профессии Кармен? А? Нет. О! Да. Вот работенка-то для цыганки, да? Не мудрено, что она быстренько оттуда исчезла, да? Ну, дорогие друзья, наш концерт постепенно близится к завершению. И, конечно, мы не можем вас отпустить без одной из самых знаменитых сочинений, которые, ну, наверное, все слышали: концерт трех теноров. Паваротти, Доминго, Каррерас. И не только. Как-то, помнится, и Катя Ричарелли, знаменитая сопрано, вдруг спела этот мужской романс, который называется «Гранада». Мы уже говорили об этом замечательном городе. Обязательно посетите. И даже не сам город, как великую крепость, замок Альямбо. Потому что такое надо, конечно, хоть раз в жизни увидеть. И вот об этом этот романс, именно об этом, это Гранада, это преклонение перед доблестью прошлых рыцарских времен и, конечно, восторженное отношение к женской красоте. Это и есть, собственно, романтизм. Слово «романс» тоже отсюда. Это посвящение мужчине, посвящение женщине, ее красоте. И, как сказал замечательный писатель, все, что лучшего создано на земле мужчинами, создано во имя женщины. Итак, «Гранада» в исполнении Светланы Шиловой.
di suave fragranza che lidia all'albarco la Virgen morena. Granata tu gesta llena de lindas flores, de sangre nuestra. Дорогие друзья, у меня есть приятная возможность предоставить слово организатору этого концерта, человеку, который вдохновил нас на это творчество, Владимиру Кузнецову. Я не только вдохновил, но и все, что происходит в этом зале, происходило, все сделано его руками, его стараниями, его душой, его сердцем. Близкие, я думаю, тоже всегда участвуют в этом процессе. Поэтому мы вот имеем такую счастливую возможность выступать уже который раз, я даже не знаю, в этом году. Нет, в этом году первый. И радовать вас, я надеюсь. Вы сегодня услышали, я посмотрела программу, там очень и очень разные произведения разных композиторов, и зарубежных, и русских, и фортепианная музыка. Спасибо огромное Станиславу, нашему любимому профессору, подвижнику, популяризатору. Спасибо. Но слово мы предоставляем вам. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш концерт под названием «В объятиях страсти». Это название позаимствовано из песни Лауры, из оперы «Каменный гость», которую Светлана и Станислав исполняли здесь, на прошлом концерте. В основу сегодняшнего концерта легли страстные и смелые женские образы, которые бесподобно и непревзойденно воплотила Светлана. По моему мнению, из всего богатства, разнообразия, великолепных граней таланта Светланы, эти образы особенно близки Светлане и являются важной частью ее творчества. Хочется вспомнить слова руководителей в Большом театре, сказанные ими много лет назад. Почему по нашему театру ходит живая Кармен, и она ее не поет? Конечно же, с тех пор Светлана множество раз блестяще исполняла партию Кармен на сцене Большого театра. И сегодня мы с вами смогли насладиться этим восхитительным образом и испытать от него восторг. За это хочется выразить огромную благодарность Светлане и Станиславу. И отдельную благодарность Станиславу за прекрасное исполнение шедевров фортепианной музыки и прекрасное выступление в роли ведущего сегодняшнего концерта. Хочется сказать, что ни с чем не сравнимы впечатления от выступления таких великолепных артистов в непосредственной близости, в небольшом камерном зале. И после завершения сегодняшнего концерта я хочу пригласить всех гостей принять участие в традиционной фотосессии и, если есть желающие, еще раз насладиться фуршетом. Желаю вам удачи и до новых встреч! Помните, я начал с того, что мы находимся в дворянском собрании. Все правильно. Покушали, послушали, опять покушали, потанцевали. Вот, в лучших традициях Российской империи. Вот. Друзья, давайте не забудем, что музыка – это не только композитор, это не только исполнитель, это еще и слушатель. Без вас мы никому не нужны. Поэтому
пожалуйста, разделите с нами благодарность. Мы вас очень благодарим за ваше внимательное слушание этой программы, этой музыки. Вот здоровья вам, всего самого доброго в наступившем году. С Новым годом! Я хочу еще раз поздравить вас с Новым годом. С Новым годом, крепкого здоровья, счастья. Приходите на наши концерты обязательно. С любовью, с радостью. Мы вас всегда ждем. Большое спасибо. С наступающим Новым годом!